Привет! На связи канал ID90. И сегодня мы разберем тему, которая расколола мир Linux сильнее любого холивара. Если вы сегодня запускаете практически любой дистрибутив, будь то Ubuntu, Fedora, Debian, Arch или Linux Mint, под капотом гарантированно оказывается Systemd. Он запускает систему, монтирует диски, контролирует службы, держит сеть, управляет питанием и пишет логи. Для одних это абсолютный стандарт де-факто и спасение от инфраструктурной боли. Для других – архитектурный монстр, который растоптал классическую философию Unix. Споры вокруг Systemd не утихают уже больше 10 лет. Разработчики ломают копья в рассылках, сисадмины делятся на непримиримые лагеря, а холивары возникают с новой силой при каждом удобном случае. Сегодня мы разберем все максимально подробно. С чего все начиналось, какие реальные инженерные проблемы он решил, кто стоял за его созданием, какие мифы о нем тиражируют в сети и почему этот технический спор давно вышел за рамки IT, коснувшись большой политики. Чтобы объективно понять суть претензий к Systemd, нужно освежить в памяти, как вообще была устроена жизнь до него. Золотой стандарт старой школы – классический Systemd init. Он опирался на простые, понятные каждому shell-скрипты, расположенные по директориям рантайма. Логика работы была примитивной. Система стартовала сугубо последовательно. Скрипт инициализации сети отработал, передал управление скрипту файловой системы. Тот ждет монтирования дисков, и только потом запускается демон базы данных. Главный неоспоримый плюс этого подхода заключался в абсолютной кристальной прозрачности. Если у вас посреди ночи на продакшн-сервере отвалился какой-то сервис или система отказывается подниматься после перезагрузки, сисадмину не нужны были специализированные утилиты с непрозрачным синтаксисом. Вы просто заходили по SSH в аварийном режиме, открывали текстовый файл init скрипта в любимом редакторе, находили проблемную строчку, видели конкретную команду оболочки, правили ее своими руками и тут же перечитывали окружение. Это был абсолютный, ничем не ограниченный контроль над железом. Вы знали каждый винтик в механизме. Но к концу 2000-х годов эта прекрасная в своей простоте схема безнадежно разбилась о суровую реальность нового железа. На смену одноядерным процессам пришли многоядерные архитектуры. Классические жесткие диски уступили место скоростным SSD и NVMe накопителям. А мир заполнило динамическое оборудование, горячее подключение USB, внешние шины, виртуальные машины, контейнеры и сложные сетевые интерфейсы. И тут выяснилось, что последовательный запуск скриптов превратился в гигантское бутылочное горлышко. Современное железо готово подняться за пару секунд, но машина бессмысленно стояла и ждала, пока линейный список init скриптов по очереди опросит все оборудование. Время загрузки серверов исчислялось минутами, а динамическое подключение новых устройств превратилось в лотерею. Нельзя говорить о Systemd в отрыве от фигуры его главного идеолога и ведущего архитектора Ленарда Поттерина. В мире свободного программного обеспечения эта фигура поистине легендарная и одновременно одиозная. Поттерин – ключевой инженер Red Hat, человек, который еще до Systemd успел перевернуть привычный мир Linux, создав звуковой сервер Pulse Audio. И у него был предельно жесткий, бескомпромиссный подход к проектированию софта. Его позиция звучала прагматично, но резко. Если существующие стандарты, унаследованные из 70-х годов, физически не справляются с нагрузкой современного десктопа и корпоративного облака, их не нужно бесконечно латать заплатками и shell-скриптами. Их нужно снести и написать с нуля. Ленард стал главным олицетворением корпоративного подхода в open source. Его проекты закрывали самые жгучие, критические боли крупных игроков рынка. Но делали это методами, которые традиционная комьюнити восприняла как диктатуру. Поттеринг не шел на долгие компромиссы с популистами Unix. Для одних он гениальный инженер, спасший десктопный Linux от технологической стагнации. Для других – главный разрушитель традиций, протащивший в экосистему корпоративный монополизм и сломавший привычные устрои. Именно из-за этого глубокого системного кризиса и родился Systemd, представленный в 2010 году. Индустрии потребовался масштабный параллелизм, высокая скорость и предсказуемость, и Systemd дал их в полном объеме.
предложив три фундаментальных архитектурных прорыва. Первое. Параллельный запуск служб и активации сокетов. Systemd отказался от тупейшего линейного ожидания. Вместо этого он создает системные сокеты для всех служб еще до их фактического старта. Если какая-то программа обращается к ресурсу сервиса, который еще не поднялся, этот сетевой или межпроцессорный запрос просто ставится на паузу в сокете, а сам сервис активируется ровно в момент необходимости. Система перестала тратить время впустую, и время загрузки сократилось с минут до считанных секунд. Второе. Жесткое управление ресурсами через C-Groups. Ядро Linux получило встроенный нативный инструмент изоляции. Теперь системный администратор может четко ограничить для конкретного юнита верхний порог потребления памяти, процессорного времени или операций ввода-вывода. Если какой-то фоновый демон начинает течь по памяти или сходить с ума, он изолируется в своей C-Groups и не утягивает за собой всю операционную систему. Третье. Централизованный лог JournalD. Вместо хаоса из десятков текстовых файлов, разбросанных по всей файловой системе, мы получили единую структурированную бинарную базу данных. Да, к этому формату можно относиться скептически, но JournalD позволяет фильтровать логи мгновенно, по времени с точностью до микросекунды, по конкретному PID, по ID юнита или пространству имен, не перелопачивая гигабайты текста через grep или awk. С точки зрения корпоративных инженеров, дата-центров и облачных провайдеров, это был не просто шаг вперед, это был настоящий качественный скачок. Однако вокруг столь масштабного изменения архитектуры неизбежно выросла целая стена мифов и интернет-фольклора. Давайте хладнокровно отделим реальные технические факты от эмоциональных страшилок. Миф первый. Systemd – это непрозрачный черный ящик, который невозможно настроить под свои нужды. На практике это давно не так. Благодаря элегантному механизму drop-in файлов, небольших конфигурационных папок внутри путей юнита, вы можете переопределить абсолютно любой параметр готовой системной службы, вообще не трогая оригинальные файлы пакета, которые перезапишутся при обновлении. Это концептуально чище и безопаснее, чем правка старых init-скриптов. Миф второй. Systemd чудовищно раздут и убивает производительность системы. Хейтеры любят называть его жирным монолитом, съедающим всю оперативку. На деле в режиме простоя самоуправляющий демон потребляет минимальное количество ресурсов процессора и памяти, а колоссальный выигрыш скорости параллельного старта с лихвой окупает любые микроскопические накладные расходы. Миф третий. Systemd – это закрытый проприетарный софт, навязанный корпорациями. Это чистая фактическая ложь. Исходный код полностью открыт, написан на чистом C и доступен каждому. Настоящая архитектурная проблема здесь кроется вовсе не в закрытости, а в чудовищной сложности кодовой базы. Код Systemd стал настолько огромным и глубоко интегрированным с ядром, что производить независимый аудит безопасности или портировать его на альтернативные библиотеки превратилось в титаническую задачу для независимых разработчиков дистрибутивов. Но почему же споры в сообществе не утихают по сей день? Потому что проблема носит глубокий философский характер. Классическая философия Unix учила нас делать много маленьких независимых программ, которые общаются через текстовые интерфейсы. Если ломается одна деталь, ты меняешь только ее. Systemd пошел ровно по противоположному пути. Шаг за шагом под его централизованное управление перешли сетевой стэк NetworkD, разрешение имени ResolveD, управление сессиями пользователей, LoginD и даже таймзоны. Он превратился де-факто в альтернативную операционную систему внутри самого ядра Linux. А бинарные логи лишили сисадминов привычного комфорта ковыряться в них через классический CAT. И здесь всплывает неожиданный, но критически важный нюанс, о котором почти никогда не говорят на развлекательных форумах – политический фактор. Когда государственные регуляторы, например в США или Европе, начинают внедрять жесткие требования к кибербезопасности, стандартам памяти или аудиту критической инфраструктуры, перед ними встает банальный административный вопрос: а с кого спрашивать за безопасность всей системы? В мире классического Unix с его тысячами независимых утилит и скриптов договориться с властями и аудиторами практически невозможно. Там просто нет единой точки ответственности. Systemd же, забрав под себя ключевые базовые подсистемы, стал лицом всего стека Linux для корпораций и госсектора.
Хотите внедрить жесткие стандарты инициализации, памяти и безопасности на уровне всей операционной системы? Идите к тем, кто контролирует PID-1. И пока популисты обвиняют проект в предательстве идеалов свободного ПО, прагматики из мира Enterprise используют эту централизацию как единственный способ вести диалог с регуляторами в государственном секторе. Значит ли это, что у сторонников классического подхода не осталось выбора? К счастью, нет. Linux по-прежнему остается территорией свободы выбора, и сообщество не сдалось без боя. Если вам противен монолит Systemd, у вас есть отличные альтернативы. Во-первых, OpenRC – модульный и гибкий init менеджер, который активно используется в Gentoo или Alpine Linux. Он сохраняет понятную структуру привычных скриптов инициализации, но при этом умеет эффективно параллелить запуск служб. Это идеальный компромисс для тех, кто хочет современную скорость, но отказывается терять ручной контроль. Во-вторых, Runit и S6 – ультраминималистичные менеджеры процессов, на которых держится, например, Void Linux. Здесь нет никаких амбиций захватить сеть, логи или управление пользователями. Это чистые супервизоры. Их единственная задача – следить за тем, чтобы указанные программы работали, оставаясь абсолютно прозрачными, легковесными и понятными любому системному инженеру. Битва за Systemd по большому счету уже завершена. Большинство дистрибутивов сделали свой прагматичный выбор в пользу скорости, корпоративных стандартов и стабильности. Вердикт ID90 таков. Systemd – это не абсолютное зло и не идеальное спасение. Это холодное зеркало современной IT-индустрии. Это неизбежная плата за выход Linux в мир облаков, массивных дата-центров и жестких требований государственных регуляторов, протащенная через бескомпромиссный характер Ленарда Поттеринга. Он дал нам мгновенную загрузку и безопасность на серверах, но забрал ту самую первозданную прозрачность, за которую мы все когда-то и полюбили мир Unix. А какой позиции придерживаетесь вы? Готовы мириться с монополистом ради комфорта? Или принципиально выбираете дистрибутивы на OpenRC и Runit? Напишите в комментариях, обсудим. Не забывайте подписаться на канал ID90 и поставьте лайк, если разбор был полезен. Увидимся в новых видео. Пока.